Всем привет! Продолжаем вязать верблюда. Вяжем хвост. В кольцо набираем 6 столбиков без накида. Второй ряд. Столбик и прибавка повторяем 3 раза. Дальше с 3 по 24 ряд мы вяжем без изменений 9 столбиков. Затем делаем, соединяем 2 края 4 столбиками без накида. Ниточку оставляем для пришивания. Сделав соединительный столбик. И еще на хвосте у верблюда есть такая небольшая кисточка. Я предлагаю, как ее сделать. Ее можно сделать по-разному. Каждый может для себя найти способ. Но я думаю, вот этот вот самый простой способ. Отрезаем достаточно длинную, такую небольшую нитку. И вводим крючок, иголку. Вот у нас серединка, где у нас соединили, да, мы кольцо. И вот вокруг кольца вводим нитку с иголкой и оставляем хвостик определенной длины. Там потом мы откорректируем его, отрежем, если надо. Вот, опять же, сюда же вводим и как бы привязываем. Привязали нитку. И опять же дальше, следующий. Захватили столбик, вытянули нитку, оставив, где она, вот, оставив при этом достаточной длины. И опять сюда же ввели и сделали узел. Вот так вот по кругу пройдем и пропустим, чтобы кисточка была как бы, ну, не именно из серединки она торчала, будет некрасиво, а вот по кругу. Ну вот и все. Отрезаю и разрезаю каждую петлю. Потом каждую ниточку можно разъединить, ну, разделить их, потому что как-то сильно, ну, некрасиво, да, вот так. Более пушистой сделать надо, будет для этого разъединить. Берите иголочку и каждую ниточку, начиная с края, разъединяйте. Вот разъединили и пошли выше. И так проделайте с каждой ниточкой. После того, как разъединили все ниточки, отрежьте, выровняйте край. Вот я думаю, что так пойдет. Такой хвостик получился. Вяжем горб, набираем 5 воздушных петель. Во вторую петлю от крючка вяжем 2 столбика. Дальше по цепочке вяжем 2 столбика. В последнюю цепочку вяжем 3 столбика. С противоположной стороны провязываем по цепочке 3 столбика. В ряду у нас 10 столбиков. Второй ряд вяжем 2 прибавки подряд. Дальше 2 столбика. Три прибавки подряд. 2 столбика и прибавка в конце. Во втором ряду у нас 16 столбиков. Теперь третий и четвертый ряд вяжем без изменений. Пятый ряд, столбики прибавка повторяем 2 раза.
Дальше 2 столбика. Затем столбики прибавка повторяем 3 раза. Дальше вяжем 3 столбика и в конце прибавка. В пятом ряду у нас 22 столбика. 6 и 7 ряд вяжем без изменений. 8 ряд 2 столбика и прибавка повторим 2 раза. Дальше 2 столбика и комбинацию из 2 столбика и прибавка повторим 3 раза. Дальше вяжем 4 столбика и в конце прибавка. В 8 ряду у нас получилось 28 столбиков. Теперь 9, 10 и 11 ряд вяжем без изменений. 12 ряд 3 столбика и прибавка повторим 2 раза. Дальше по рисунку 2 столбика, затем комбинация из 3 столбиков и прибавки мы повторим 3 раза. Дальше 5 столбиков и в конце прибавка. В 12 ряду у нас 34 столбика. 13 и 14 ряд вяжем без изменений. 15 ряд 4 столбика и прибавка повторим 2 раза. Дальше 2 столбика и 4 столбика и прибавка повторим 3 раза. И дальше вяжем 6 столбиков и в конце прибавка. В 15 ряду у нас 40 столбиков и последний ряд 16 вяжем без изменений 40 столбиков. Закончили вязание, делаем соединительный столбик и отрезаем ниточку для пришивания. Вот такой вот горб должен получиться. Он у них не круглый, а такой слегка плоский. Вяжем тело. В кольцо набираем 6 столбиков, стягиваем колечко. Первый ряд. Второй ряд 6 прибавок подряд. Третий ряд. Столбики прибавка повторяем 6 раз. И в ряду 18 столбиков. Дальше с 4 по 7 ряд мы провяжем без изменений 18 столбиков. 8 ряд 4 столбика. Дальше прибавка 1 столбик вяжем, повторяем 5 раз. Прибавка столбик. Раз. Прибавка столбик 5. Затем прибавка. И 3 столбика у нас осталось, довязываем. В 8 ряду 24 столбика. 9 ряд вяжем без изменений 24 столбика. Десятый ряд 5 столбиков. Дальше прибавка и 2 столбика повторяем 5 раз. Затем прибавка и 3 столбика. Довязываем. В 10 ряду 30 столбиков, 11 ряд вяжем без изменений. Дальше 12 ряд, вяжем 6 столбиков.
прибавкой 3 столбика повторяем 5 раз. Затем прибавка. И 3 столбика у нас осталось, довязываем их. Дальше, значит, в ряду у нас получилось 36 столбиков. 13 ряд вяжем без изменений. 14 ряд 7 столбиков. Дальше прибавка и 4 столбика повторяем 5 раз. Дальше прибавка и 3 столбика довязываем. Дальше, значит, в ряду у нас получилось 42 столбика, 15 ряд вяжем без изменений. Дальше, пожалуйста, провяжите по схеме, как мы сейчас вязали, ряд с прибавками, ряд без изменений. Схемка будет там, немножко перемотайте на начало, где мы начали вязать тело, и посмотрите по схемке, провяжите эти прибавки, и встретимся с вами в 24 ряду, где у нас закончатся ряды с прибавками и будут ряды без изменений. Давайте до 24 ряда провяжем. Ну вот, мы довязали до 24 ряда, в котором у нас 72 столбика. Теперь с 25 по 41 ряд мы вяжем без изменений 72 столбика. Дальше 42 ряд вяжем 7 столбиков. Затем убавка и 9 столбиков повторяем 5 раз. Убавки делаем за передней стенки петли. Дальше убавка и 8 столбиков у нас осталось, довязываем. В ряду у нас 66 столбиков. Теперь 43, 44 и 45 ряд вяжем без изменений. 46 ряд вяжем 7 столбиков, я уже провязала. Дальше делаем убавка и 8 столбиков. Повторяем это 5 раз. Убавка и 8 столбиков. Дальше убавка и 7 столбиков остается, довязываем. Следующие 3 ряда, 47, 48 и 49 ряд мы вяжем без изменений. И давайте я оставлю здесь, продублирую еще раз схему. Дальше вяжите самостоятельно, будет почти все повторяться. Вот, провяжите, довязываем до начала шеи и там встретимся. Провяжите, пожалуйста, сами по схеме. Вот такое тело у нас получается. По ходу вязания наполняйте плотно. Довязав до 66 ряда, в котором у нас 3 столбика и убавка, и повторив 6 раз, у нас осталось 24 столбика, с этого момента мы начинаем вязать шею. Теперь 67, 68 и 69 ряд, 3 ряда провяжем без изменений, 24 столбика. Итак, чтобы вязать нам дальше шею, так как у верблюда необычная шея, она как бы изгибается, в общем, чтобы нам сымитировать хотя бы что-то похожее, для начала нам надо сделать наметки. Значит, находите верх спины и обязательно наметьте ее, чтобы не потерять по ходу вязания. Она у нас будет сверху, где мы делали прибавки, у нас часть, она у вас будет заметная. Это низ, это живот. А вверху у нас прибавок нет. Как помните, у нас в начале определенное количество петель было, потом прибавки, и заканчивали мы ряд. Вот. В общем, где прибавки, вы по своим вот этим вот полосочкам, где прибавки, тоже можете сориентироваться. Это у нас нижняя часть живота. Вот. Наметите, найдите эту часть нижнюю. Наметьте спину. Затем
берете, соединяете вот так две половинки вместе, вот спина, и отсчитываете 3 столбика сюда наметили, 3 столбика сюда. То есть 6 столбиков в верхней части у нас отметили их. Снизу отметили 5 столбиков сюда, 5 столбиков сюда. То есть нижняя часть у нас должно быть 10 столбиков. От маркера до маркера 10 столбиков внизу. И от маркера до маркера со стороны спины 6 столбиков. Для чего? Значит, также вы можете наметить для себя. Я убрала эти ниточки, я их потом покажу, намечу. Вы можете для себя также наметить. Иголочку, вставьте ниточку в иголку и прошейте здесь ниточку контрастного цвета, полоску такую, чтобы ориентироваться, где у вас начинается этот столбик. Полосочку провели из нитки. И здесь также полосочку из нитки, чтобы у вас была ориентация взгляда, где начинается и где заканчивается низ шеи. У вас может, так же, как у меня, смотрите, вот у меня начало ряда, и маркер у меня перешел на новый ряд. Ничего страшного в этом нет, пусть так и будет. Если вдруг у вас так получается, пусть так и получается. На начало ряда не смотрите. Главное, наметьте середину верха и низа. Для чего нам надо? Мы нижнюю часть шеи, вот эти 10 столбиков, будем вязать полустолбиками с накидом. И прибавки у нас тут будут, и так далее. Вяжем мы только полустолбиками с накидом нижнюю часть. Для чего нам нужны маркеры и вот эти вот полоски? Так как у нас вязание идет по спирали, как вы знаете, вы заметили уже, да, в своем вязании, что по спирали ряды уходят в сторону. И нам никак нельзя допустить, чтобы полустолбики с накидом ушли в сторону. Мы будем их стараться держать вот в этой части. Если надо будет, то над полустолбиками с накидом мы будем вязать столбики без накидов и как бы перемещать их сюда, если надо, если будут они уходить. По ходу вязания вы это увидите. Здесь мы будем вязать полустолбики местами, полустолбики, ну, другими словами, соединительные столбики, да, полустолбики без накидов их еще называют, либо соединительные столбики будем вязать в этом месте. Они тоже по ходу вязания съезжают, и поэтому нам надо их тоже держать именно в этой части, чтобы они не ушли в сторону. Поэтому также вы можете прошить здесь контрастную ниточку, чтобы вы ориентировались, что в этой части находится у нас вот это, значит, соединительные столбики. Вот теперь мы продолжаем вязать шею. Значит, что мы делаем? Так как у меня маркер для шеи, для полустолбиков с накидом уже в начале ряда, я этот столбик первый провязываю полустолбиком с накидом. Делаю накид и провязываю этот столбик. Я маркер этот уберу, но его обратно верну, чтобы он всегда был, чтобы было видно. Значит, первый столбик это у меня относится к шее, к нижней части шеи. Полустолбик с накидом. Сделали накид и провязываем все петелечки на крючке. Я сейчас сюда вставлю. Вот, вставила этот маркер. Значит, дальше вяжем столбики без накида до маркера. Их тут должно быть 4. Это в моем случае. Если у вас немножко по-другому, ничего страшного. Главное, чтобы вы вязали именно определенные нюансы так, как надо. Вяжем 6 соединительных столбиков. При этом ниточки, вернее, столбики не стягиваем, верхушки. Один. Так, у меня ниточка тут разошлась. 2. И 6 у меня там, где маркер. Дальше
вяжем 4 столбика без накида. Я пока уберу маркер, он не мешает. Дальше у нас тут 10 столбиков от маркера до маркера. Но нам надо тут посередине провязать 2 прибавки подряд. Поэтому мы берем и вяжем 4 полустолбика с накидом. 2, 3, 4. Дальше вяжем 2 прибавки подряд из полустолбиков с накидом. Так, одна прибавка, вторая прибавка. И дальше довязываем до конца, ну, в моем случае 3 полустолбика с накидом, это уже первый, четвертый уже я провязала в начале. Вот. Ну, потом я скорректирую, конечно, уже под конец, чтобы у меня вот эти полустолбики, закончился ряд именно полустолбиком. Но я потом покажу, если вдруг это придется сделать. Итак, в 70 ряду у нас получилось 26 столбиков. 71 ряд. 1 полустолбик с накидом. Четырнадцать столбиков без накида. Дальше 5 полустолбиков с накидом. 5. 2 прибавки подряд из полустолбиков с накидом. И 4 полустолбика с накидом до конца ряда. В 71 ряду у нас 28 столбиков. Периодически посматривайте, чтобы вот эти полустолбики с накидом у нас оставались в нижней части головы, ой, шеи вернее. Далее следующий ряд. В 72 ряду я передвину немножечко, на 1 столбик передвину ряд. У меня он немножко начал уходить, поэтому в начале я вяжу 2 полустолбика с накидом. У меня 1 полустолбик был, теперь 2 в начале. Затем 14 столбиков без накида. И вот 14 столбик без накида у меня приходится на первый полустолбик с накидом. То есть я переместила, получается, из-за того, что переместила, у меня съехали и вот эти тоже столбики на 1 столбик. Дальше 6 полустолбиков с накидом. Две прибавки подряд из полустолбиков с накидом. И 4 столбика у нас остается, провязываем 4 полустолбика с накидом до конца ряда. В 72 ряду у нас получилось 30 столбиков. Теперь эти 30 столбиков мы вяжем без изменений с 73 по 76 ряд. Соответственно, в каждом ряду посматривайте. Если начинает у вас уходить ряд в сторону, по столбику перемещайте. На 1 столбик, может быть, придется вам перевязать. Вяжу, значит, так я 2 полустолбика с накидом, 14 столбиков без накида и 14 полустолбиков с накидом у меня. Вот этот ряд у меня ложится как ложится, столбики над столбиками, которые как и есть, пока не перемещаю. Я провязала 73 и 74 ряд без изменений, ничего не меняла, но теперь мне надо в 75 ряду передвинуть на 1 столбик. То есть я теперь провяжу в начале не 2 полустолбика
с накидом, а 3. Потому что уходит ряд потихонечку в сторону, а мне надо держать эту часть посередине. Также вы тоже смотрите, если надо будет, то вы провяжите чуть больше полустолбиков в начале, а в конце получается на то количество столбиков меньше будет, которые вы провязали в начале. И продолжаем также вязать без изменений. Дальше 77 ряд. Вяжем. У меня, значит, в начале получается 4 полустолбика с накидом. Я переместила так, что у меня на 4 столбика был один в начале где-то, тут потом 2, 3, 4, потому что начал под конец сильно съезжать, мне пришлось вот в одном ряду на один ряд переместить, во втором еще на один, получилось 4. Значит, у меня 4 полустолбика с накидом в начале ряда, дальше 5 столбиков без накида, затем 2 прибавки подряд. Прибавки должны приходиться на середину спины. Если вам придется провязать еще на ряд больше, ой, на столбик больше, провяжите, чтобы прибавки были на серединке. Если меньше надо провязать, то провяжите меньше. Дальше 7 столбиков без накида. Дальше 5 полустолбиков с накидом. И убавки подряд из полустолбика с накидом. Делаем накид, значит, вводим крючок в столбик, захватываем рабочую нить, вводим в следующий крючок, столбик, захватываем рабочую нить и провязываем все петелечки на крючке. Таким образом, чтобы не было у нас здесь очень много ниток при убавке, так как тут у нас накид идет. Делаем один накид и дальше, просто захватив рабочую нить через один столбик, через второй мы делаем таким образом убавку. И довязываем оставшиеся полустолбики с накидом до конца ряда. У меня их 3. В ряду у нас осталось 30 столбиков, как и было. Следующий ряд 78. Вяжем 4 полустолбика с накидом в начале, как и было, пока так и остается, никуда не перемещаю я. Дальше 6 столбиков без накида. Две прибавки подряд. Дальше 8 столбиков без накида. 4 полустолбика с накидом. Две убавки подряд из полустолбиков с накидом. И 2 столбика с накидом осталось, довязываем до конца. В этом ряду также у нас осталось 30 столбиков. Дальше 79 и 80 ряд мы вяжем без изменений, 30 столбиков. Значит, у меня это выглядит так: 4 полустолбика в начале, затем 18 столбиков без накида и 8 полустолбиков. Значит, у меня так 2 ряда провязаны. 81 ряд. 4 полустолбика с накидом, затем 3 столбика без накида. Дальше мы вяжем 10 соединительных столбиков. Не стягиваем столбики, свободными вяжем 10 соединительных столбиков. Дальше 5 столбиков без накида. И 8 полустолбиков с накидом у нас до конца ряда. Довязываем. 82 ряд вяжем так. Я перемещаю опять на один столбик
в начале. У меня теперь в начале 5 полустолбиков с накидом. Дальше вяжем 18 столбиков без накида и 7 полустолбиков с накидом до конца ряда. Так выглядит это в моем случае. Вы смотрите, как у вас, нужно ли смещать, не нужно ли смещать. Может, у вас совпадает, как у меня получается. Поэтому вяжем 82 ряд. Так, 83 ряд. Вяжем 5 полустолбиков с накидом. Затем 3 столбика без накида. У меня сместилось, как в предыдущем ряду, так я и продолжаю пока вязать. 3 столбика без накида. Затем 10 соединительных столбиков. Опять же, не стягиваем, так как мы в них потом провязываем, чтобы было нам удобно вязать. Вяжем 10 соединительных столбиков. Затем 5 столбиков без накида. 7 полустолбиков с накидом у нас осталось, довязываем до конца. И так мы с вами будем чередовать. Ряд вяжется без изменений и ряд, в котором будут присутствовать соединительные столбики. Будем так вязать мы с вами до 90 ряда. Я напишу схему. Вы обязательно, если вдруг непонятно что-то, то смотрите и вяжите вместе со мной. А если вам понятно, то можете вернуться немножко назад и посмотреть схему и просто вяжите по схеме. Если вы поняли принцип вязания этой шеи, то вяжите просто по схеме. И давайте встретимся с вами в 90 ряду, когда мы его провяжем. Давайте только наполнять шею по ходу вязания, потому что потом просто будет неудобно. Наполняйте и придавайте ей форму. Вот такая шея у нас с вами должна получиться. Вот она как бы благодаря вот этим вот полустолбикам и соединительным столбиком через ряд у нас получилось немножко поднять шею ровно вверх. Теперь в последний ряд, 91, нам надо провязать, так как вот смотрите, у меня, вот я специально еще оставила, чтобы вам продемонстрировать, как уходит ряд в сторону. Вот начался он отсюда, когда начали вязать полустолбики с накидом, он стал уходить в сторону. Если бы мы не перемещали, то у нас вот это все переехало бы сюда, и не то, что нам надо было бы. Поэтому нам приходилось перемещать периодически и держать серединку так, как она должна быть. Вот. Теперь, и так как я закончила ряд здесь, да, видите, какой перепад, поэтому я провяжу полустолбики с накидом столько, сколько нужно, вот сколько у меня здесь. Вот в последнем, в 90 ряду у меня 9 полустолбиков получилось в начале. Вот сейчас я 9 полустолбиков с накидом провязала, чтобы выровнять ряд с полустолбиками. И теперь уже отсюда начиная я провязываю 30 столбиков без накида. То есть по кругу провяжу один ряд, 30 столбиков без накида. Провязали, делаем соединительный столбик следующий. И отрезаем ниточку, оставив для пришивания головы. Теперь приступаем к сбору деталей. Пришиваем ноги. Распределяйте ножки так. Значит, пришиваться они у нас будут. Вот если вот так вот плоскость сделать, им плоскость такую создать, да, то пришиваться будут они вот таким вот образом по серединке. Вот так вот будем брать ножку и пришивать. Немножко, может, будет вам сложно, не знаю, попробуйте, постарайтесь. Значит, пришиваем вот эта штучка у нас специально для того, чтобы в этом месте пришить ножку. У них вот здесь заужение такое идет у верблюдов, поэтому вот. Значит, пришиваем. Чтобы, когда вы будете пришивать, вот за подлицо, ну, то есть, чтобы на уровне было, ножка легла на уровне с вот этой задней частью. Вот, пришиваем обе ноги, таким вот образом пришьется. Так, затем пришиваем переднюю часть, переднюю ногу, она у нас ляжет ниже. У них одна нога выше, другая ниже у верблюдов. Но когда вы будете пришивать, смотрите, чтобы они стояли, ну, не пришивайте, смотрите внимательно, чтобы не задралась эта нога выше, чтобы они стояли. Вот когда они стоят, эта нога выше, это ниже. И вот таким образом они должны у вас пришиться.
расположите. Вот. Можете наметать, чтобы не держать в руках, чтобы иголки вам не мешали. Можете пришить, просто как бы, ну, соединить вместе. В общем, возьмете иголочку, ниточку другую, да, введете где-то посерединке сюда, присоедините вторую ногу и завяжите, чтобы у вас держались ножки, вы ориентировались, знали, как дальше уже вам будет проще их корректировать, да, главное, чтобы они у вас немножко держались. Вот, пришиваем. Ну, я покажу, конечно, когда я буду пришивать, я вам покажу, как я это делаю. В общем, расположите, но внимательно смотрите. Эта часть у нас ноги, она одинаково у нас как бы почти одинаково делались убавки, поэтому правильно найдите плоскость, чтобы они смотрели не вовнутрь, нижняя часть ноги, а прямо. Поэтому найдите правильную плоскость, вот, и потом начинайте пришивать. Вот, располагайте, смотрите, как надо вам прижать, да? Вот, пришиваем. Пришиваем ноги. Затем пришиваем голову. Также у вас шея должна вот тоже вот примерно на уровне задней головы, вот эта часть шеи должна попасть, да? Не где-нибудь посередине положите голову, а именно вот так. И пришиваем шею. Ой, голову к шее. Значит, дальше. Сейчас я начну ногу пришивать одну, и посмотрите, как это делается, и в дальнейшем дальше уже делайте сами, пришивайте. Вот, смотрите, я стянула две ножки ниткой, чтобы они держались. И теперь буду шить именно вот как я вам показывала. Прижимаю, наводим, значит, сюда. Затем на ножки беремся также параллельно, вводим иголочку. Дальше опять смотрим, куда ложится нога, и туда вводим параллельно, вот так вот захватив вдоль ноги по телу иголку вводим. Главное, чтобы ножка у нас никуда не ушла в этот момент, когда мы будем притягивать. Конечно, будет немножечко сложно этот процесс пришивания, но потихоньку, не спеша, я думаю, вы справитесь с этой задачей. Дальше опять вводим вдоль ноги, вот так, схватили столбик, можно 2 столбика в 2 ряда взять, ну, как бы не обязательно прям, ну, в каждый столбик пришивать. Вот, поэтому можете через раз браться. Вот таким вот образом, значит, я надеюсь, вы поняли, да, как мы пришиваем. Вот когда дойдете до внутренней части, вот куда ложится нога, там и пришивайте также. Вот ложится она тут, и пришивайте ее здесь по кругу. Таким образом. Вот отодвиньте эту ногу, чтобы она вам не мешала, к примеру. Вот, чтобы вы поняли, как сделать. И все. Так по кругу пришили одну и вторую ногу. То же самое делайте и с передними ногами. Точно так же их зафиксируйте, поставьте, сделайте как надо, чтобы они у вас стояло тело ровно, не запало туда, вниз, вот так вот, да. Притяните и точно так же по кругу вдоль пришивайте. Все, давайте пришиваем ноги. Осталось нам пришить хвостик. Хвост пришиваем вот где-то здесь на уровне тела, чтобы он не внизу где-то было, а именно вот на уровне тела. Пришиваем. Пришиваем 2 горба. Один я уже пришила. Расположила я вот в таком положении. Смотрите, вот как у меня расположены где ноги и как я расположила их. Вот. Также располагайте, наполняйте синтепоном и пришивайте. Вот. Ну, если хотите, я вам могу сказать между ними, какое у меня расстояние.
Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9 столбиков. 9 рядов, вернее. Между ними у меня 9 рядов. Сейчас я пришью второй горб. Ну, мне лично не нравится, как получились ноги, как они пришились, что они так сильно прям видны, что они пришиты. Вот. Если вдруг вам тоже не нравится, то я предлагаю связать верхнюю часть ноги пушистой пряжей. И тогда, когда вы пришьете ноги, они не так сильно будут заметны. Вот, например, как вот на таком верблюде. Ну а на этом все. Спасибо, что вязали вместе со мной. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.